Всем привет! В этом видео мы продолжаем серию новогодних мастер-классов и сплетем с вами такую карамельку, конфетку, что-то в американском таком, знаете, вайбе. И если, допустим, шарик, предыдущее мое видео, оно, наверное, все-таки было для более продвинутых, у кого уже есть какие-то наработки, да, с бусинами, то сегодняшний мастер-класс, я думаю, что подойдет даже для новичков. Очень все будет просто и, я надеюсь, понятно. Давайте начинать. Нам для сегодняшней игрушки елочной понадобятся бусины. Как видите, у меня здесь красные и белые бусины, 8 миллиметров я сегодня взяла. Я почему-то подумала, что для этого изделия лучше 8 миллиметров. Также нам понадобится леска. Для бусин 8 миллиметров я беру обычно леску 0,5. Вот, а так весь список материалов подробный будет, как обычно, в описании под видео. Смотрите, у нас изделие состоит из двух вот таких вот половинок, из двух таких гвоздиков. Я уже один сплела, и наша задача сейчас сплести еще один такой, а вам надо будет всего тоже 2 таких сплести. Для начала я беру отрезок лески совсем небольшой, я думаю, сантиметров 40. У нас все плетение состоит из 4-угольников, и там будет, по-моему, 3 треугольника. Кто плел сердечко по моему мастер-классу, тот в курсе. Итак, начинаем. Первый 4-угольник. Мы берем 2 красные бусины, опускаем их на правый кончик лески. 1, 2 и 2 белых. Их опускаем на левый кончик. 1 и 2 белая становится соединительной. В ней делаем петельку. Не знаю, может быть, попробовать сегодня без петельки плести. Так, первое звено должно получиться такое, что 2 красные бусины, они по правую сторону, то есть они к правой руке ближе, и они как бы внизу немножко. Вот, и все, мы больше кончики лесок из рук не выпускаем и продолжаем плести. То есть вот так вот. Это наше первое исходное звено. Далее на правую сторону добавляем 1 белую бусину, 1 красную на левую, белая направо, красная налево, и еще 1 красная становится соединительной. В ней можно леску провести навстречу друг другу, не обязательно с петелькой. Вот так вот. И затягиваем. У нас получилось второе звено. Далее на правую сторону 1 красная, на левую сторону 1 белая, и еще 1 белая становится соединительной. Сейчас почему-то подумала, что я мало лески взяла. Так, это у нас 3-е звено. 1, 2, 3. 4-е. На правую 1 белую, налево 1 красную, и еще 1 красная становится соединительной. Затянули. Думаю, что принцип уже понятен немного. На правую сторону 1 красная, на левую сторону 1 белая и еще 1 белая соединительная. Шестое звено. На правую сторону добавляем 1 белую, на левую 1 красную и еще 1 красная соединительная. Затягиваем. И 7-е звено. Направо 1 красную, налево 1 белую и еще 1 белая становится соединительной. Затянули. Проверяйте рисуночек, чтобы у вас было все правильно. Полосочки
Красное, белое, красное, белое. Мы сейчас всего сплели 7 звеньев вверх. Сейчас мы начнем формировать крючок. Тут у нас будет звено из 3 состоять. Для этого вот у нас вот так лежит плетение. То есть первая сейчас бусина, из которой выходят лески, она белая. Правая в правой руке, левая в левой руке. Соответственно, на левую леску мы добавляем 2 красные бусины. 1, 2. Во второй делаем петельку. Затянули. Вот такое должно получиться звено из 3. То есть у него белая бусина в основании и 2 красные сверху. Как бы леска выходит из второй. Девочки, я совсем забыла, я хотела же зажечь новогоднюю свечку. Вот такая вот елочка с блестюшками. У нас сейчас будет звено из 4. Для этого на правую леску мы добавляем 1 красную бусину, налево 1 белую, и еще 1 белая становится соединительной. Видите, мы так немножечко уходим в бок. Далее сейчас будет опять звено из 3. Для этого мы 2 красные бусины надеваем на левую леску. 1, 2, вторая становится соединительной. Затянули. Далее можно вот так его развернуть вверх тормашками. Но также у нас вот правая, вот левая леска. На правую леску мы добавляем 1 красную бусину и на левую 1 белую. Еще 1 белая становится соединительной. Господи, я слишком мало лески взяла, девочки, не повторяйте мою ошибку. Так, вот так у нас получается. 3, 4, 3, 4. Сейчас будет еще раз 3. Для этого на левый кончик, на вот этот вот, добавляем 2 красные бусины. 1, 2. Вторая становится соединительной. Затянули. И последнее звено. Для этого мы на правый кончик добавляем 1 красную бусину. На левый 1 белую бусину. И еще 1 белая становится соединительной. У меня бусина слетела с лески, потому что она очень короткая у меня. Все, затягиваем. Вот так у вас должно получиться. И вот здесь вот надо леску закрепить. Я, наверное, вернусь назад по плетению, завяжу здесь где-нибудь узелок и затяну в центр бусины, обрежу кончики. Вам надо сплести 2 таких крючка, вот таких вот. То есть сейчас либо пересматривайте видео сначала, либо у вас уже есть образец, плетите по нему, а далее в видео я буду показывать, как эти 2 крючка между собой соединить, 2 завитка конфетки, да, чтобы получилась объемная фигура. Мы берем один любой, вставляем, вот так вот я переворачиваю и вставляю вот в эту вот красную бусинку вот сюда. Так. Получается, на правый кончик, который у меня сейчас в правой руке, вот этот, я надеваю 1 красную бусину, отпускаю ее, беру вот этот вот крючок, можно сказать, можете вот так вот уже его положить. И если его вот так положить, то мы вставляем в эту же красную бусину, но вот в таком направлении. Понимаем.
складываю. Ну, здесь получается вот такая вот история. Вот так это будет выглядеть сбоку. И вот здесь, наверное, лучше взять теперь белую бусинку. Можно их вот так же разложить. Вытянуть одинаковые кончики, чтобы они были одинаковой длины. Берем одну белую бусину, и она становится соединительной. В ней формируем петельку. Потому что я поняла, что лучше с петельками для меня плести. Вот я это так вижу. То есть здесь красный, здесь белый получается. Сейчас мы будем сплетать по вот этой вот стеночке. То есть по длинной стенке. Если держать плетение так, мы левой леской проходим вот в эту белую бусину. Правой леской проходим бусину такую же на правой стороне. И давайте попробуем белую бусину возьмем. Посмотрим, как это будет выглядеть. И белая становится соединительной. Затянули. Итак, я приняла решение, что я все буду сплетать белым. То есть вся эта стенка я буду сплетать белым. Я сейчас только что сплела здесь красную бусину, мне не понравилось. Короче, да, я всю стенку проплету белым, вы уже смотрите там сами, как вам нравится, не нравится. Может быть, вы поняли какой-то лайфхак. Вот, но мне почему-то белый кажется нейтральным. На фоне белого четко видны красные полосы. Поэтому я буду все делать белым. Наверное, это будет смотреться как-то более, просто мне кажется, аккуратней. Вот так. То есть у меня все будет беленькое такое. А здесь все просто. Вот мы дошли до кончика. Заходим в последнее звено. Какой-то такой мастер-класс, не очень подробный. Ну, просто изделие несложное, и думаю, если вы до этого сплетали когда-нибудь половинки, то вы точно сможете. Так.
Проходим вот в эти бусины. Ну и тут, соответственно, тоже здесь будет бусина, здесь будет бусина, здесь, здесь и дальше по прямой. Думаю, что вы разберетесь, ничего сложного. Просто изнутри это показывать, конечно, плести. Я помню, как я мучилась сердечком. Так, в эту бусину. Главное, чтобы бусины, в которые вы продеваете лески, были симметричны друг другу. Тогда все будет ровно и четко. Вот видите? И сюда мы добавляем одну центральную. Стягиваем. Я думаю, под конец она стянется, будет очень мило. Продолжаем самостоятельно. Девочки, простите за такое сумбурное видео. У меня сломался ноготь, поэтому я уже так доснимаю, рассказываю, в общем. Я сделала второй леденец. Вот такой у нас, кстати, получился первый. В принципе, мне очень нравится. Я все бусины по контуру оплетала белым цветом, кроме вот этой вот самой первой. Вот. И я решила попробовать сделать второй леденец, оплетая красными бусинами. И вот, как видите, какой результат получился. То есть здесь у нас вот эти вот белые полосочки, они немножечко не до конца доходят. И, конечно, я сначала об этом не подумала, но правильнее было бы делать наоборот. То есть начинать с белых бусин вот здесь вот, и вот эти длинные полоски на ножке делать красными бусинами. И тогда, если бы вы оплетали контур красными, тогда бы у вас рисунок был более четким, и вот здесь вот на вот этом изгибе более правильным. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. То есть надо было наоборот начинать не с красной бусины, а с белой. И тогда делать контур красным, и тогда бы получилось тоже очень красиво. Как этот, только наоборот. В общем, вы видите два варианта. Вы уже сами для себя решаете, как вы хотите сплести. Я думаю, что таких игрушек можно и несколько сплести на елку. И по поводу крепления. Я, честно говоря, считаю, что ленточка, допустим, там та же шириной 12 миллиметров, она слишком широкая будет для таких изделий, да, как петелька. Поэтому я, скорее всего, куплю просто какую-нибудь золотую там или серебряную красивую ниточку, тоненькую, да, и продену ее через плетение, и они будут висеть на такой тоненькой, ну, все равно блестящей, красивой ниточке. Вот, в общем, да, наверное, на этом я заканчивать буду видео. Спасибо вам большое за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Напоминаю, что у меня есть также Boosty, и на Boosty у меня недавно вышел большое подробное видео мастер-класс на вот такую вот сумку-корзинку. Если хотите, можете ее сплести вместе со мной, перейдя по ссылочке. Стоимость мастер-класса у меня 200 рублей, 199. То есть такая достаточно условная цифра. И там я подробно рассказываю, как сплести, и оставляю ссылку на все материалы. Также вы можете приобрести подписку «Любимки», допустим, на месяц. В нее входит это видео мастер-класс, и сплести сумочку и в дальнейшем отменить подписку. Еще раз спасибо большое за просмотр. Если вы что-то уже сплели, да, допустим, шарик или вот этот леденец на елочку, присылайте свои фотографии в сообществе ВКонтакте в комментариях, в телеграм-канал мой присылайте. Мне будет очень интересно посмотреть. Всем пока!